астронавты в большинстве своем отдыхают и засоряют унитаз нутеллой. По факту это шоу для всего человечества. Нам остается констатировать, что снимок 1972 года все еще самый качественный снимок планеты Земля. У меня словарный запас от шока просто уходит в ступор. Полетели на обратную сторону Луны. А где же цельный снимок обратной стороны Луны? Где, блядь? Здорово, people. Полет Артемиды к Луне или в сторону Луны называют пилотируемым. По факту очень трудно найти что-то общее с полетами 50-летней давности, где действительно астронавты были пилотами и играли ключевую роль в миссии. И когда я слышу, как все новости называют этот полет, эту миссию пилотируемой, я думаю, это с большой натяжкой так можно назвать. Этот полет, он полностью автоматизирован. Практически все этапы, такие как взлет, коррекция траектории, стыковка, вход в атмосферу, все, практически все выполняется уже по заложенной программе. Роль пилота и командира — это лишь контроль и возможное вмешательство. В корабле находятся астронавты, да, но полет контролируется с Хьюстона, с планеты. И астронавты в большинстве своем отдыхают и засоряют унитаз нутеллой, который летает по кораблю и рекламируется на весь свет. По факту это шоу для всего человечества, и с этим трудно поспорить. Но все это меня не так сильно волнует, как то, что настолько крутая организация, как НАСА, делает огромные, просто непростительные ляпы в фотографии. И заметьте, это не какие-то земные фотосессии, не имеющие никакой пользы для человечества. То, что делает НАСА, это для науки, это документирование для будущих поколений. Их фотографии должны быть такими же точными, как их остальные их расчеты. Но реальность такова, что они творят ляпы, которые не допускают большинство профессиональных фотографов на Земле, что является, на мой взгляд, непростительным. Смотрите, я сейчас все покажу и расскажу. Тема этого ролика — фотографии с миссии Артемида-2. Итак, начинаем. Самая большая польза этой миссии с точки зрения документалистики — это фотография. Самая большая фактическая польза, на мой взгляд, для людей, для жителей нашей планеты — это документальные фотографии, сделанные человеком для человечества. Не роботизированные снимки, которые весь мир уже видел 100 тысяч раз, а снятые живым человеком. Но хочется людям еще раз убедиться в окружающей нас реальности. Нет в этом ничего плохого. Но в этой, казалось бы, простой задаче, особенно в сравнении с другими расчетами НАСА, эта лунная миссия просто не выдерживает никакой критики. Это краткая информация, что на корабле использовалось. Значит, 4 модели камер. Основная цифровая — это зеркальная Nikon D5 для теста и наладки Z9 для будущих съемок на Луне, для миссии 3. Action камера GoPro и iPhone 17 Pro у каждого астронавта. Первая и самая главная фотография — это Hello World, ночная копия 53-летней давности фотографии Blue Marble. Я уже делал подробный разбор этого снимка. Вы можете найти ссылку в описании к этому видео. Очень советую вам посмотреть. Несмотря на все жалобы со всех точек планеты о том, что снимок ненасыщенный, что он серый, что Земля перестала быть голубой за 50 лет и подобную ересь, ведь не всяких сомнений, этот снимок — это вершина технического совершенства, и он занимает особую строчку. По крайней мере, в моем личном рейтинге. Правда, гениальные инженеры Nikon, которые сотворили эту камеру, видящую лучше человеческих глаз, однозначно заслоняют фотографические таланты автора и командира экипажа Рида Вайсмана. Ведь этот снимок был бы еще лучше, если бы не ляпы капитана, в одном из которых он не использовал, к примеру, специальную шторку на иллюминатор и получил сильный блик в центре кадра. Вот смотрите, я сейчас вынесу изображение. Это технический брак, который уже поздно исправлять. Хотя композиционно снимок красив, еле заметные формы иллюминатора придают ему больше художественности. Посмотрите на эти блики. Самый сильный блик на поверхности Атлантического океана. Вот второй менее заметный и еще один в западной части Африки. Согласитесь, допустить блик в единственной миссии за полвека — это непростительно. Это же не прогулка где-то на Земле, где можно настолько безответственно подходить к задаче. Он снял еще одну фотографию, практически в той же композиции, но меньше экспозицию на 3 стопа, которая выглядит, мягко говоря, не так хорошо по нескольким причинам. Она отображает реальную освещенность теневого полушария Земли, то есть ночь полностью. Но проблема в том, что она страшно шумит. И известный факт, что шумы в тенях или недоэкспонированного кадра выглядят в разы хуже, чем в светах, особенно на экстремальном ISO 51 тысяча. Помнится, недавно Рид выставлял видео,
где показывал свою учительницу по фотографии и сказал: у нас курсы фотографии. Глядя на эти ошибки, становится понятным, что кто-то из них проделал свою работу плохо. Второй ночной снимок вполне можно было бы снять намного качественнее. Если бы он открыл диафрагму до 2,8, а не закрыл на 5,6, и это уже дало бы ему 2 стопа. А выдержку укоротил до 1,8 секунды, и это был бы еще один стоп по сравнению с 1,15 секунды. Никаких проблем не было бы, если бы он снимал бы на 2,8 с этим объективом, потому что это супер резкий объектив. Я снимал им много времени. 2,8 у него рабочая диафрагма. На крайняк, конечно, можно было бы прикрыть до 3,2. Но зачем 5,6? Это чисто отсутствие знаний. Итого, вот этот ночной снимок Земли можно было бы снять без ущерба резкости, без этой грязи на фото. Вот, смотрите, я увеличиваю, и у нас есть грязь. Но просто стыд, а не фото. НАСА. ISO 51200 и 6400. Чувствуете разницу, да? То есть, если бы ваш астронавт правильно все сделал, то вот этот снимок был бы приятен глазу. Спустя день или несколько часов они все же использовали вот эту шторку для иллюминатора, о чем свидетельствует вот эта фотография. И предотвращает таким образом паразитную засветку. Но надевать ее нужно было не только, когда в иллюминаторе яркое солнце, а всегда. И еще раз. Документально, научно и технологически этот снимок Hello World во многом превосходит снимок с Аполлона 17. Это даже не обсуждает. 54 года назад никто и мечтать не мог, снимая ночь, получить день. И не говоря уже о стольких погодных и атмосферных явлениях, которые задокументированы в одном кадре. Вся атмосфера тончайшим слоем, опоясывающим планету. Оба полярных сияния. Зодиакальный свет. И тот факт, что снято это практически в полной темноте, лишь освещенный лунным диском, это чистейшее технологическое превосходство. И она стоила 54 лет ожидания. Спору нет. Но это заслуга японских инженеров, нежели командира экипажа. Эти жесткие ляпы — это плохая подготовка астронавта к фотографиям. А фотография — это важная часть миссии, на мой взгляд. Второй серьезной ошибкой в настройках является, держитесь, в это трудно поверить, но 90% снимков сняты на автоматическом балансе белого. Это просто в голову не лезет. По этой причине цвета на всех фотографиях гуляют. НАСА, вы серьезно? Вы что, все, что вот вы привезли вот с этого полета, это фотографии, а они любительские или даже хуже. Цвет Луны на всех фотографиях варьируется от серого до коричневого и даже до зеленого. Правда, зеленое фото снято на другую камеру, но это все равно уровень дно, а не уровень НАСА. Это уровень любителей. Неужели вы не могли просто выставить одну цветовую температуру, к примеру, солнечную, 5800 кельвинов? И если нужна была бы коррекция, предположим, холодной теневой части Луны, то все снимки были бы идентичны в температуре и цветах. Это просто позор. Когда столь статусная организация, просто номер один в мире, допускает настолько примитивные ошибки. Тот факт, что в файлах, снятых на Nikon D5, видны следы Adobe Lightroom, уже позволяет рассуждать, что снимки, скорее всего, были изначально сырыми в NEF. NEF — это тот же RAW, только для Nikon. У Nikon он так называется NEF. А значит, этой проблемы вообще не должно было быть. То есть при выборе автобаланса белого, если у вас RAW, вы могли бы корректировать, скажем, Луну при освещенности Солнцем, предположим, в одной цветовой температуре. При освещенности холодным в другой. Но так или иначе вы могли бы их все делать одинаковыми, а не так, чтобы практически одна и та же точка, а Луна у вас разных цветов. Серо-буро-малиновая. Это просто позор. Дальше. Переходим к тяжелой артиллерии. Вы что, на обратном пути не сняли Землю днем? Это что? Это шутка? Вы не сняли полностью освещенное полушарие? То есть вы вот это полетели 4 человека на самый дальний полет в истории человечества, но не обновили фото освещенной планеты с 1974 года. Это как понимать? То есть нам остается констатировать, что снимок 1972 года все еще самый качественный снимок планеты Земля. Было бы смешно, если не так грустно. Я не знаю, как это назвать. Ребят, прокомментируйте, как назвать эту лажу. У меня словарный запас от шока просто уходит в ступор. Но это тоже еще не все. Дальше хуже. Вы полетели на обратную сторону Луны. То есть это было целью. А позвольте спросить, а где же цельный снимок обратной стороны Луны? Где, блядь? Ну, они скажут, фаза не та была во время полета. Да я знаю, что она была не та. Но почему она была не та? Это провал? Вы мне извините, это жесткий провал. Вы когда рассчитывали свой полет на облет Луны, это ведь была главная цель. Как вы так просчитались, что вы попали на темную фазу? То есть вы приехали изучать обратную сторону Луны, вы прилетаете, а у вас там солнечное затмение, так вы его назвали. Ну, об этом дальше. Это нифига не солнечное затмение. Надо было лететь на новолуние, чтобы на обратной стороне полнолуние, невидимое нам. Не, вопросительно было, значит, надо
чуть наоборот запись идет. Надо было лететь на полнолуние. Нет. Надо было на новолуние. Походу, НАСА тоже так же думала. Очень долго. И в конце концов ошиблись. Они считали вот так. Раз, два. Надо было лететь на новолуние, чтобы на обратной стороне Луны было полнолуние, освещенное Солнцем. Я даже представить себе не могу, какое нереальное фото это было бы. Ну а как можно было полететь, рассчитать все на свете, ну а прилететь на черную Луну? А еще выставили фото, назвали его солнечным затмением, назвали, вот смотрите, мы видим рельеф Луны. Блин, такой бред просто написали. Это просто лажа. Это фото можно назвать затмением с большой, если не огромной натяжкой, так как лишь одно из условий подпадает под слово затмение эклипс. То, что вы были в тени Луны. Все. Все остальное не про затмение. А другое, не менее важное условие затмения, что при затмении небесные тела должны быть примерно сопоставимых угловых размеров. А не когда угловой размер Луны в 60 раз больше Солнца. Это какое нафиг затмение? Солнце у вас примерно с той позиции, где вы были, 0,5 градусов. Как из Земли, то есть практически ничего не изменилось, потому что расстояние до Солнца не менялось. А Луна у вас стала 30 градусов. 30 градусов угловой размер. Это делает магнитуду затмения 60.0. 60. На секундочку. Это печаль. Теоретически максимум солнечного затмения, которое может быть, то есть когда мы называем солнечное затмение, у него есть определенная магнитуда. Все, что больше одного, это полное затмение. Все, что меньше одного, это кольцеобразное затмение, когда Солнце выступает. Кстати, очень красивая вещь, просто фантастика. Так вот, в теории все солнечные затмения, когда мы употребляем термин солнечное затмение, это имеется в виду от 0, там 0,8-0,9 до 1.1, но не 60. 1 и 60. Разницу чувствуете? Это позор. Так вот, когда небесное тело на переднем плане сильно больше того, что на заднем, это не затмение. Это 60 раз разница. Это скорее покрытие, а не затмение. На английском называется occultation. Почему вы тогда свой первый снимок не назвали затмением? Я имею в виду снимок Земли Hello World. Ведь там практически те же условия. Разница лишь в угловом размере Земли и Луны. Так вот, на той фотографии Hello World Земля 45 градусов плюс-минус. Ну, как я рассчитал, я могу рассказать, но это сейчас не ключевое. А Луна, где вы снимали затмение ваше, 30 градусов. 30 и 45. При 30 вы получаете 60 магнитуду. А при 45 градусах Земли вы получаете 90. Не очень большая разница, я вам скажу. 90 на Hello World, давайте назовем его тоже затмением. А Луну, когда вы снимали, у вас было 60. В общем, это, ребята, позор. А я знаю, почему был это позор. Сейчас я об этом тоже расскажу. Как я рассчитал, что снято, значит, что у Земли примерно 45 градусов углового размера с той точки, где они снимали. Значит, открываем кадр оригинальный, читаем метаданные. Снято при 22 миллиметрах фокусного расстояния. 22 миллиметра фокусного расстояния при 35-миллиметровом формате по диагонали это где-то 90 градусов угол зрения. Открываем оригинал фото и замеряем по диагонали ровно половина. Ровно половина от 90 это 45 градусов. Да, это грубо. Я могу ошибиться на 1, 2, 3 градуса. Но плюс-минус речь идет об одном и том же. 30 градусов лунного и 45 градусов земного. 60 магнитуда там, 90 магнитуда тут. Это что, серьезно? Вы называете затмением? Там вы назвали затмением, а тут нет. А все потому, что этот провал с отсутствием двух важнейших снимков этого полета, этой миссии, нужно было как-то затмить. Вот вы его и затмили. Затмением. Если бы вы назвали это покрытием, на английском языке occultation, это звучало бы куром насмех. Это же не так круто звучит, как эклипс. Сколько не думаю, меня просто поражает это. Как можно полететь за главной целью и не задокументировать эту главную цель? Может, я что-то не понимаю? Но какая ценность от этой ужасной фотографии псевдозатмения? Это как минимум странно, что НАСА не рассчитал полет так, чтобы облететь обратную часть Луны, освещенную Солнцем, или за день до, или за день после. Ну, для теневого рисунка обычно считается, что полнолуние не так красиво видны кратеры. Но хотя бы за день могли бы полететь или на день позже. Но зачем прилетать полностью в противоположное время? Да, это не дело астронавтов, но это однозначно оплошность НАСА. Ведь фотографии явно занимают значительную часть этой миссии. Это львиная доля успеха. Снять эти фотографии и показать человечеству, это записать в архив этой миссии. Может, я себя успокаиваю, и никому фотографии нафиг не нужны в этой жизни? Ну, я не знаю. Нас,
скажите, пожалуйста, почему вы не рассчитали свой полет? Чтобы можно было снять и ночную, и освещенную полушарие Земли в различные моменты пролета, и в тени, и полностью освещенное полушарие. Тем более, когда вы так неустанно повторяете. Впервые человек летит на такое расстояние. Вот вы, наверное, сейчас подумаете, что это за чудак, который так кипятится из-за отсутствия фотографии Луны. Знаете, когда я говорю это, у меня есть определенные основания это говорить. То есть я не диванный комментатор. Все, что касается Луны и затмений. Я снимаю Луну с Земли, правда. Не с космоса, не с секретными технологиями, не с кораблей или многомиллиардными инвестициями. Я снимаю лет 15 Луну, лунные затмения и даже солнечное затмение. В 2017, 2023, 2024 годах я это снимал. Вот я сейчас показываю, смотрите, значит, вот эта фотография. Эта фотография снята в 2017 году. Ради этого снимка я перелетел полпланеты, чтобы добраться до первого своего полного солнечного затмения в жизни. И первый же раз я снял корону и всю градацию короны и бриллиантовое кольцо. Каждая из этих историй действительно была, я имею в виду, с каждой из затмений для меня была чудесной и успешной, хотя изначально все шло к неудаче. Правда, это тема отдельного видео. Я буду рассказывать, как мне удавалось снимать все это, про свою историю взаимоотношений с Луной. Но сейчас меня возмущает, что люди, имея в руках все возможности этой планеты, не сделали тот минимум, что могли бы. Итак, финализируя в целом этот исторический полет, я бы выделил Кристину Кох. Ее сейчас жестко хейтят, мол, не место женщины в космосе, пусть лучше сидит дома и все такое. Причем это реально происходит по всему. Почитайте зарубежные СМИ, насколько там жесткий идет этот хейт. Но я считаю, она очень большой молодец. Починить супертехнологический унитаз в сотнях тысяч от Земли в окружении 3 мужиков, ребята, это дорого стоит. Она крутая. Без сарказма. В целом, эти ребята, конечно, счастливчики, но их нужно научить фотографировать. НАСА, дайте мне их перед следующим полетом, и я сделаю из каждого из них профессионала. Если вы помните, я обещал в следующем ролике рассказать про непростительную ошибку НАСА. Просто банально непростительную. И если вы думаете, что я рассказал, то это ошибка. Так как все, что я сейчас рассказывал, это все вылезло вот буквально вот при моем изучении. А ту, которую я обещал вам рассказать, ей несколько месяцев этой ошибки. Так что следующий ролик я посвящу именно той теме. Она будет короткая, но еще более позорная, чем это все. И дальше немножечко отдохнем от НАСА и просто перейдем к искусству фотографии. Любите планету, любите людей и до встречи в следующем ролике. Peace.